Главный секрет успеха на духовном пути. Парамханса Йогананда. Говоря о традиционных путях, ведущих к Богу, я покажу вам применение закона духовной гравитации к стезям знания, преданности и активного действия. В соответствии с тем, как вы применяете принципы этих путей, вы будете влекомы к духу или к материи. Если вы программируете себя только теоретическими знаниями, то уподобляетесь всезнающему умнику, способному изрекать возвышенные фразы и производить впечатление ученого, но при этом ваши знания не будут подкреплены вашим собственным осознанием или духовными достижениями. Подобные умозаключения поддерживают эго привязанным к физическим сторонам ума и его отношению к материи. Теоретические знания не могут дать вам осознанное на собственном опыте знание Бога. Поэтому не тратьте слишком много времени на теорию. Те, кто так поступают, теряются в жонглированиях рассудка и никогда более не выходят за пределы нескольких теорий. В процессе умственных размышлений и изысканий они никогда не достигают истины, ибо истина находится за гранью умственного постижения. Так большинство интеллектуалов становятся ограниченными собственными умозаключениями. Если вы используете свою силу разума лишь для добывания денег в поисках материальных благ, то не будете в силах сопротивляться силе притяжения материи. Поэтому мастера говорят: не используйте свой разум, данный Богом, для того, чтобы еще более запутаться в лабиринте материи и в эгоистичных ограничениях интеллекта. Силой развлечения изучай и применяй истину, пока она не станет твоей собственной интуитивным осознанием. Когда ты разовьешь свою интуицию, то начнешь чувствовать присутствие Бога и Его вездесущность внутри себя. Это и называется эзотерическим путем познания или джняна-йогой. Если вы обладаете чистой преданностью, вы чувствуете притяжение и привлекательность Бога и найдете Его. Но опять же, на этом пути также есть два полюса. Вы влекомы двумя силами – Творцом и материей. Даже смерть пытается напомнить нам, насколько глупо соблазняться и поддаваться материальным влечениям. Скряга предан материальным объектам и остается привязанным к ним до конца, даже если придется оставить все позади. И до последнего вздоха он предан материальным вещам, так, как йог Богу. Но рассуждения йога таковы: материя поверхностна, и обладание ее объектами мимолетно. Почему же я должен отдавать себя временным вещам, пренебрегая вечностью? Любовь и преданность одному лишь Богу – единственный путь познать бесконечное и полное удовлетворение. Сознание обычного земного человека ограничено. Он предан своему телу, окружению и семье. Его привязанности говорят: «Моя хата с краю, ничего не знаю». Ему бы следовало использовать такое чувство семейной общности, как урок, с целью научиться распространять свою любовь. Как только вы откроете сердце не только для своей семьи, но подарите эту любовь всем, вы встанете на путь по направлению к Богу. Вот почему Иисус сказал: «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Притяжением к Божественному и является использование семейных привязанностей по отношению ко всем, дарование всему миру такой же любви, какую вы испытываете по отношению к себе и родственникам. Уменьшите сознание семьи, собственности и всех материальных привязанностей и начните выражать вездесущность, которую вы потеряли. В любви к Создателю не потеряйте преданность в эмоциях. Иногда это случается на пути преданности. Когда преданность переходит в эмоции, чистое качество любви теряется во внешних растратах жизненной энергии в мышцах. Когда тело и ум влекомы Господу, они умиротворяются и успокаиваются. Сознание и жизненная сила устремляются вовнутрь, когда внутренне человек пребывает в Боге. Истинная преданность подобна грузилу, погружающемуся вглубь морского дна восприятия Вседержателя. Это и есть бхакти-йога. Некоторые личности обладают естественной склонностью быть активными. Они любят прогресс работы и служения. Если вы работаете сами для себя, то вы притягиваетесь материей. Но если вы трудитесь с мыслью все делать для Господа, вы уже притягиваетесь к Создателю. Когда ваша активность сосредоточена лишь на зарабатывании денег для материального процветания своей семьи или на любой другой деятельности, конечная цель которой эгоистична, вы удаляетесь от Бога. Поступая таким образом, большинство людей используют свою энергию для служения привязанностям и своим желаниям по все большим и большим материальным приобретениям.
Но как только вы направите свою активную энергию на поиски Бога, вы начнете двигаться по направлению к Нему. Одна часть вам говорит делать деньги для материального удовлетворения, а другая велит искать удовлетворение в поисках Всевышнего, в служении Господу и благодаря достижению материального успеха способствовать божественной работе возрождения других духовно, умственно и физически. Когда вы действуете из корысти, гравитационное притяжение материи захватывает власть над вами. Когда же вы действуете для Бога, то оказываетесь в гравитационном поле Вседержателя. Если ваши желания материальных вещей и Бога одинаковы, вы так или иначе окажетесь в тупике. Когда же ваша устремленность к Богу возрастает, материальные вещи привлекают вас уже меньше. Вовлечение в духовную деятельность означает и медитацию, и работу с мыслью, что каждое ваше действие совершается только для Бога. Это и есть карма-йога. Когда в медитации вы чувствуете нескончаемое блаженство Господа, то осознаете, что более не связаны с телом, и наполнитесь энтузиазмом к работе для Него. Невозможно возлюбить Господа и быть при этом ленивым. Каждый, кто медитирует и любит Бога, всегда активен для Него и для других. Поиск союза с Богом посредством одной лишь мудрости, только преданности или посредством только одного действия односторонний. Более высший путь – принять свои ум и жизненные силы, все свои желания и преданность, мудрость и служение и направить их целиком к Творцу. Когда при помощи крия-йоги вы можете отключить свою жизненную энергию и сознание от 5 телефонов чувств, 5 органов чувств, когда можете отключить свою жизнеспособность от тела и ума и направить прожектор своего внимания на Бога, это и есть наивысший путь к Создателю. При помощи крия-йоги вы отключаете органы чувств по своему желанию, берете под контроль свой ум, свою жизнь, жизненную энергию, чувства и погружаетесь в бесконечность. Человек, в котором танцует полярное сияние духа, владеет ли он большими материальными богатствами или совершенно не очарован внешним, является настоящей душой. Итак, простейший и наилучший путь к Богу состоит не в ограничении лишь джняна-йогой, бхакти-йогой или карма-йогой, но в их объединении. Работайте для Бога, любите одного лишь Господа и будьте мудрыми с Богом. Используйте свой разум не для того, чтобы превратиться в разжиревшего интеллектуала, но чтобы найти Бога, будучи влекомым к Нему посредством интуитивной мудрости, добытой в медитации и избегая путь чисто теоретического подхода и материалистическо-рациональных объяснений. Используйте свою преданность не для мирских привязанностей к вещам или людям, но для обретения Господа, постижения себя, преданности и восторге с Богом. И работайте, независимо от условий и обстоятельств, не для себя, но для Бога и помощи другим. Кульминацией этого является следование прямым путем к Богу. Практикуя крия-йогу, слушая космический звук Бога Аум, замедляя и останавливая биение сердца и дыхания, которые притягивают вас к телесному сознанию, и созерцая Его великий свет вездесущности. Почтение Бога в церкви или в храме является хорошей привычкой, которая учит вас, благодаря этому вдохновению, входить в собственный храм медитации и восторга внутри себя. В глубочайшие часы ночи и в тишине рассвета заходи в свой внутренний храм и обращайся к аудитории своих мыслей, воодушевляя их быть преданными бесконечному. И на величественном органе в вашем храме покоя звучит возвышенный Аум. Сегодня же начни медитировать серьезно, не блуждай бесцельно, иди прямо к Богу. Ты закрыл врата в рай своей привязанностью к материи и телу. Притягивайся к Нему, кто всегда тебя влечет и ожидает. Возвращайся к Богу. Помни, Царство Божие внутри тебя. Если ты медитируешь и жаждешь Его с мудростью, преданностью, праведными действиями, ты обязательно найдешь Его.